Рада приветствовать всех на канале «Жизнь женщин». Хочу поделиться юмористическим рассказом Лены Измайлова о переписке одной пожилой пары за 60 лет с редакцией журнала «Сексуальная жизнь». Делитесь впечатлениями в комментариях и не забудьте подписаться на канал. Есть такой сексуально озабоченный журнал, в котором печатаются разные письма, разные истории сексуальные. Значит, это такая переписка. Дорогая редакция, мы с мужем оба не молодые. Нам уже под 50 и ослаблены разными болезнями. У меня радикулит, у мужа боли в спине, но мы не хотим отказываться от секса. Подскажите, какая поза подошла бы нам лучше всего? Это я списал просто с журнала абсолютно точное письмо от читателей А.И.В. Хохловой, город Москва. Редакция отвечает, тоже ничего не придумал. Дорогие А.И.В. Хохловой, мы получили ваше письмо. Рады, что вы подписываетесь на наш журнал и что вас волнуют проблемы секса. Советуем, выбирайте позиции, при которых вы находитесь внизу. Ослабленному партнеру надо лечь на спину, тогда второй партнер может сесть верхом и может даже поставить одну ногу рядом с кроватью, чтобы снять с партнера нагрузку. В любом случае толчки и фрикции должен совершать тот, у кого лучше со здоровьем. Желаем удачи. Опять ничего не придумал, я этих слов-то даже не знаю. Уважаемая редакция, пишут эти читатели, спасибо вам за совет. Мы сделали все так, как вы посоветовали. Я легла на спину, а мой муж Анатолий сел верхом. Но у нас так почему-то ничего не получалось. То ли мой радикулит мешал, то ли мы уже привыкли за 30 лет. Ведь мы до этого знали всего две позы. Лежа – это когда квартиру получили. И стоя, когда стояли в очереди за квартирой. А верхом, ну никак. Где-то через полчаса у мужа уже и по-старому тоже перестало получаться. Тогда мы на другой день попробовали, как вы советовали. Муж Анатолий опустил одну ногу на пол, чтобы разгрузить мой радикулит. И что-то даже начало получаться. Поскольку на тот момент у мужа со здоровьем было лучше, чем у меня, то все толчки и фрикции, как вы советовали, совершал именно он. До тех пор, пока не поскользнулся. А поскользнулся он потому, что кошка наша Муська стала тереться об его ногу. И он, не прекращая толчков и фрикций, попытался ее той же ногой отогнать. Но сделал это так неудачно, что полетел на пол, потянув за собой меня с моим радикулитом. Я грохнул с кровати на него. Мы долго не могли разнять объятий, хотя был уже не до толчков и фрикций. Сейчас муж Анатолий уже выздоравливает. При падении его от напряжения так скрючило, что теперь у него радикулит сильнее, чем у меня. И на ногу наложили гипс. Но несмотря на то, что он теперь ходит с костылем, мы от секса отказываться не собираемся. И просим все же подсказать нам, какая еще поза теперь могла бы нам подойти. Ведь мы еще не старые и хотим полноценно участвовать в общественно-сексуальной жизни страны. А.И.В. Хохловой, город Москва. Дорогие А.И.В. Хохловы, приятно узнать, что жизненные невзгоды не отбили у вас тяги к сексуальным композициям. Что касается позы, то при ослабленном здоровье самое простое, что можно вам порекомендовать, это чтобы мужчина сидел на стуле, а партнерша была сверху, стимулируя друг друга по мере возможности. Желаем успеха. Редакция. Дорогая редакция, спасибо вам за вашу заботу. Мы все сделали так, как вы написали. Муж мой Анатолий сел на стул, а я попыталась сесть сверху, для чего придвинула к стулу стол, и уже с него стала спускаться, скользя по телу мужа. Он в это время пытался стимулировать, готовясь проводить толчки и фрикции. Но именно в это время наша кошка Муська, видно испугавшись нашей композиции, кинулась нас разнимать. И при этом вцепилась когтями в живот мужа. Муж рванулся, и мы оба грохнулись на пол. Но я, пролетая, еще успел удариться головой об стол, а ногой об голову мужа. Сейчас, когда я пишу вам это письмо, мы оба находимся в гипсе. У мужа сломана рука, а у меня небольшое сотрясение головного мозга и перелом ключицы. Однако мы еще не старые, и отказываться от секса не собираемся. И просим вас только об одном. Подскажите нам позу, при которой мы могли бы получать наслаждение, а кошка наша Муська не очень пугалась. А.И.В. Хохловой, город Москва. Уважаемые А.И.В. Хохловы, приятно, что вы снова нам написали. Значит, жизненные невзгоды не смогли сломить вашего духа и тяги к сексу. Кости, мы надеемся, срастутся, и вы скоро снова окажетесь в строю вместе с вашей кошкой Муськой. Что касается позы, то поскольку вы уже имеете немалый опыт,
можем порекомендовать вам позу «Водопад», которая, мы уверены, доставит вам массу удовольствия. Это наиболее экзотический и легкий вариант позы 69. Схема прилагается. А что касается вашей кошки-мушки, налейте в блюдце молока, чтобы она вам больше не мешала. С приветом, редакция. Уважаемая редакция, проклинаем тот день, когда подписались на ваш журнал. Лучше бы вас не знали, ни вас, ни ваших сексуальных поз. Вы сделали все, как вы посоветовали. Муж встал надо мной, я обняла его ногами за шею, он отбросил костыль и поднял меня. Я, естественно, дернулась, а он от тяжести моего веса, ведь я до сих пор еще не сняла гипса, попятился вместе со мной задом, а тут блюдце с молоком, которое мы по вашему совету налили кошке-муське. Муж Анатолий наступил ногой в блюдце и стал заваливаться. Я понимаю, что мы падаем, стала хвататься рукой за первое, что мне попалось под руку. Но удержаться за это первое и последнее не смогла и стопором врезалась головой в пол. Анатолий, падая назад, сумел все-таки треснуться головой об стол и выругался. В результате мы оба сейчас лежим в клинике. Анатолий с разбитой головой, а я с подвернутой шеей смотрю только налево. Спасибо вам за ваши дурацкие советы. Когда выздоровеем, приедем к вам в редакцию и устроим вам такие толчки и фрикции, что вы навсегда забудете о всех своих позициях, хотя от секса мы отказываться не собираемся.